Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, политик и адвокат, на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Друзья, спасибо большое, что прошлую нашу встречу хорошо откомментировали, вслушались, вдумчиво прослушали наш предыдущий эфир и, собственно, продолжаем с Денисом обсуждать главное. Сейчас большой, такой, не знаю, резонанс вызывает вот эта сделка, подписанная Свириденко, которая там промотирована Шмыгалем, которую, в принципе, Трамп вообще называет, что там 350 или там 340 миллиардов, еще больше Америка может заработать. Но в Украину подается информация, что там вообще очень-очень обезжирено все. Настолько обезжирено, что, давайте будем откровенны, если так вот посмотреть на пост Свириденко о том, что 50/50, равноправие, новые там рудники, новые ископаемые, ни слова там нет о каких-то газ, там, нефть, порты, вот это все, да. То есть ничего нет. Об этом, в общем, классная сделка, да, и дальше будут еще 2 соглашения по этому фонду. Вообще не понимаешь, а зачем она нужна американцам вот в таком виде, в котором украинская Свириденко преподносит украинцам? Что вы думаете по поводу этого? И согласны ли с Рубио, который говорит, что вот подписали, значит скоро мир? То есть это прямой путь, да, подписана сделка, а дальше приближается окончание войны. В ближайшее время действительно мы увидим, имеет ли эта сделка отношение к установлению в Украине мира. Потому что очень много составляющих для того, чтобы мир был установлен в Украине. И, возможно, это первый шаг, который имеет какое-то, больше, наверное, символическое значение. Потому что здесь, во-первых, прежде всего, чистая экономика. И как-то мне больше верится, скажем, американским представителям, чем нашим. Так уж получилось, что факт-чекинг фактически всегда показывает лживость той или иной информации, подаваемой украинскими официальными лицами. Америка пришла за своими деньгами. И так всегда было в мировой истории. Большие страны, имеющие мощные традиции, имперские традиции, они всегда приходят за своими деньгами. Никогда не оставляют деньги туземцам. Если они что-то вложили, они обязательно это заберут. При этой власти, при следующей власти не имеет никакого значения. Заберут. Вот и в этой ситуации я тоже думаю, что заберут. Возможно, это сделка, скажем, учитывая то, что не менее 50%, я слышал и больше, находится уже в оккупированной части Украины, то всеобъемлющий вот этот вот проект экономический, он, возможно, и положит конец кровавому противостоянию, прежде всего. Еще до войны мы, кажется, даже у вас в эфире обсуждали вопросы о том, каким образом можно разрешить этот конфликт. Очень много было, скажем так, терок. Как вернуть Крым, как реинтегрировать Донбасс. То есть, говорили об этом, то есть, в очень узком аспекте. Вот взять и уговорить крымчан, что Украина лучше. То есть, для этого говорили, давайте вот мы сделали передачу «Дом» даже, канал даже, да? Канал «Дом» был, на русском языке вещал, то есть, как бы благие намерения рассказывать русскоязычным украинцам на русском языке, насколько Украина хорошая. Вот, закончилось это очередным просто бессмысленным, пустым, безрейтинговым пропагандистским каналом. То есть, все, что делается, превращается в прах и говно. Поэтому на сегодняшний момент, и тогда я говорил, что для того, чтобы выйти из этого кризиса, нужен глобальный подход. Нужен подход такой, который будет выгоден в той или иной степени всем участникам процесса. Не обязательно это будет та власть, которая находится сейчас в Украине. Но это должен быть в интересах государств, в интересах государственных проектов, в интересах цивилизации. То есть, американцы предложили такой проект. В моем видении, этот проект должен был, инициатором его должна была выступить Украина. Конечно, не в таком контексте, как сейчас, который, как в том старом анекдоте, и рубль забрали, и должен остался, и топор не мой. Это фактически то, что получает Украина. То есть, давайте, если просто разобрать, вдуматься, что мы на свои
земельные ресурсы, которые принадлежат всему народу Украины, отдаем управление, получение первоочередное другой стране, контроль за этим процессом. И от этого мы будем получать что-то. Будем или нет, неизвестно во вторую очередь. А учитывая субъектность сегодняшнюю Украину, то, наверное, в очередь последний. Ну и понесли, Денис, да, вот эту историю, что все, эта сделка разблокирует поставки вооружений, и там вот сразу фигурирует цифра 50 миллионов, причем так пишут, интересно, от 50 миллионов пакет вооружений можно купить, или там до 50 миллионов, там по-разному сейчас трактуется, но вроде как от, и вот теперь можно. Но читаешь то, что подписали в плане меморандума, то есть мы же не видим, вы правы, то есть никому не показали, ни депутатам показали. Безуглая выходит и говорит: ой, слушайте, как хорошо, что не показали депутатам, иначе бы они, эти депутаты, разорвали бы это все. И ой, это прекрасно, что не показали. Это отлично, что не показали. Знаете, это как вот это напоминает мне. Пришел к врачу, он тебе дал какие-то капсулы, да, пей. А что там, куда? То пей, нормально. И это хорошо, ничего, что ничего не знаешь. Да, а ты на последней стадии болезни. То есть, и эти капсулы тебя не лечат или там не выводят из этого состояния болезни, там, не делают здоровее, а наоборот продлевают просто, не делают не такой мучительной твою кончину. Так вот, оружие. Вот сейчас понесли с этим оружием. Ну там же написано, если США продадут, то можно купить. Но США пока не продает. И Трамп верен своим словам, что нет. Ну, то есть, оружие продавать не будут. Но у нас уже победа. Это победная сделка в Украине. И вот, собственно, по делам Путину. Но если будут продавать оружие, так это означает, что война затягивается на дольше. То есть, абсолютно противоположный знак. Не конец войны, а затягивание войны означает эта сделка. Ну, прежде всего, нужно понимать, что сделка заключалась не для того, чтобы война продолжалась. Да, Трамп уведомил Конгресс, что мы там разблокируем поставку на 50 миллионов там, оборонного бюджета. Ну, во-первых, что такое оборонный бюджет? Это никак не наступательные вооружения. Это раз. Во-вторых, 50 миллионов в условиях сегодняшней войны это ничего. Это ничего. Это стоимость там нескольких F-16 или там танков. Это не в условиях сегодняшней войны, которая утилизирует в сутки там, такие бюджеты. В сутки утилизирует такие бюджеты. Поэтому, безусловно, идет антикриз. В прессе раздувается, то есть победные реляции, что какие мы молодцы, вот мы подписали. И при этом умалчивается, что именно Украина в последний момент попыталась с этой сделки спрыгнуть, пытаясь провести какие-то свои правки в последнюю минуту. То есть, они попытались сделать украинский вариант, когда одним депутатам заплатили за законопроект, другим не заплатили. Тем, которые не заплатили, начинают вставлять бесконечные правки. Я прекрасно знаю эту историю. И для того, чтобы никогда не было принято, их там вносят штук 50 там, или 60, а то есть 150. А потом того депутата, который это все инициировал, его отзывают, дают ему там возможность улучшить свое финансовое положение, а потом он уходит и говорит: так, я отзываю свои правки, потому что вы все равно их не рассматриваете. Я был свидетелем конкретно похожей истории. И здесь они пытались точно так же заболтать американцев. Ну, с американцами эта ситуация не приходит. Там, где касается денег, ребята вполне конкретные, и тут спрыгнуть уже не получалось. С другой стороны, я скажу, что здесь уже идет речь не о субъектности государства. И по большому счету, обратите внимание, нет массовых протестов, никто не выходит на улицы, нету набата даже в социальных сетях. Да. То есть, если говорить о парламенте, о чем говорит Безуглая, то я с ней даже в части могу согласиться. Но не потому, что там кто-то мог этот процесс заболтать, как в Украине, потому что это невозможно. Но парламент-то у нас существует только де юре. Его же де-факто не существует. Нет политической борьбы. Нет политических партий, которые являются оппозиционными и могут аргументированно, систематизированно доносить свою позицию. То есть, отвечать в интересах тех или иных слоев общества и избирателей. Мы этого не наблюдаем. То есть, парламент как был монополизирован, так вот остается. Да, внутри есть какие-то группы, с которыми нужно торговаться, кого-то пугать, кого-то сажать, кому-то платить. Но, по сути, это одно болото, не имеющее никакой ни политической воли, ни разнообразия,
не настоящей демократии. Поэтому, ну, будет оно донесено до парламента, не будет. Это процесс, который не превращает дерьмо в повидло, понимаете? И здесь больше я смотрю на общество, на реакцию общества. Общество, которое уже не настолько подпитываемой пропагандой через юсейды, там, где демократы могли любую ситуацию подать, как они хотят, имея полностью монополию. Телемарафон уже практически не имеет решающего значения. Но люди все равно настолько задолбаны этой властью, настолько задолбаны войной, что им уже все равно. Они хотят уже просто любой знак, который говорит о том, что это все закончится. Конечно, там есть боты, конечно, есть там патриоты на выезде, которые там в основном так сложилось. Почему-то это женщины в возрасте. Ну, скорее всего, именно потому, что не в обиду женщинам в возрасте, но так сложилось. В Украине женщины в возрасте, которым никоим образом не грозит мобилизация, они самые ярые патриоты. Так стало. Причем патриоты не купленные, а патриоты, вот они так считают, у них есть такое мнение. И в любом случае, люди уже от этого сильно устали. Любой знак. Готовы сейчас подписать все, что угодно, для того, чтобы от них отцепили. Для того, чтобы они могли чтобы каким-то образом перестали стрелять пушки, перестали лететь шахеды, перестало государство настолько доминировать над личностью, как у нас доминирует, настолько ограничивать людей в их возможностях, потребностях, то есть самых базовых, что они готовы уже на все. Им не важно, что уже подпишите, уже отстаньте от нас, отпустите нас. Дайте уже каким-то образом нам самим налаживать свою жизнь. Если государство не справляется со своими прямыми обязанностями обеспечивать безопасность, свободу и благополучие, не нужно нам это государство, мы сами это себе сделаем. Просто нас не мешайте. Не надо помогать, просто не мешайте. Вот это, я считаю, что итог, результат вот этой власти и результат того государства, которое мы построили. Государство уже настолько достало своих людей, что люди уже, не имея возможности сопротивляться в публичном плане, это уже как бы бойкот не публичный. Делайте, что хотите, только от нас отстаньте. Да, это тупиковая позиция. Да, это голова в песок. Но так есть сейчас на самом деле. У людей отбили охоту и желание высказывать свое мнение. Люди не верят в то, что они могут организоваться и каким-то образом заявить свой протест. И сегодня происходит крайне драматическая ситуация в истории нашего государства. Фактически государство де-юре теряет свою субъектность, нарушая напрямую Конституцию о том, что недра принадлежат народу. Решение подписано без референдума, без парламента. И мы фактически зафиксировали, что на сегодняшний момент народ не является источником власти Украины. Это приговор для субъектного суверенного государства. Теперь речь идет о выживании народа. На самом деле, если посмотреть вот через эту линзу, ну, это нужно абстрагироваться, надо иметь багаж знаний, нужно... Понимаете, проще ведь слушать разных экспертов, которые там проплачены или ну, держат то, что на Пасху красят в своих руках, да, у этих людей, которые рассказывают, ну, подождите, ну, это же не ваши недра. Ну, были Не вы же кто вот... Да, вы их туда закапывали, да. То есть, это же не ваши недра. Это же олигархи вот эти там. Пускай лучше будут американцы, чем вот эти олигархи. Вот как ставится вопрос. И люди такие, ну да, ну как бы действительно. Мы же там ничего не получали с этого. Но даже вот просто вдуматься. Зеленский приходил на выборы. Понятно, там мир – это ключевой момент. Мир, там вот это как бы там учителям по $4000. Но он же предлагал идею экономического паспорта украинцам. То есть рента, доходы, земля, то, что наше, экономический паспорт и так далее. Ну все, как бы это вообще не взлетело, они там один раз вспомнили об этом, потом все умерли. Вместо экономических паспортов вручили военные билеты. Да. То есть... То, против чего выступал Зеленский и с чем он пришел на выборы, он полностью перевернул на 180 градусов. И получается, Денис, вот люди согласны. И потому что устали, и потому что вот некому протестовать.
Есть, я вот интересно ваше мнение, потому что у вас все-таки, ну, это у вас базовое образование, очень серьезное, фундаментальное. Ну, то есть государство, право, вы с этим работали десятилетиями. Блогер, ну, там есть блогер Назарчик. Я не то, что там его пиарю, я украинскоязычный, который смешно критиковал Зеленского и вынужден был, его там приняли, и он бежал из учебки за границу, там переходил тяжело, в общем, такая история. Он убегал. Я его не пиарю, я просто хочу отметить, что это его трактовка, его. То есть он ввел прям понятие такое научное, полушутливое, но научное. Зеленизм. Денис, в Украине вот после вот этого всего, что мы видим, подписания, у нас устанавливается зеленизм при поддержке Америки? Ну, во-первых, он установлен давно, а не когда определил блогер. Он у нас установлен при поддержке Соединенных Штатов уже давно. В 2020 году, когда, наконец, уже полностью Зеленский лег под администрацию Байдена, было установлено вот это вот авторитарное управление. То есть с этого момента начались санкции СНБО в отношении собственных граждан. С этого момента начали давить неугодные СМИ, неугодных политиков, начались преследования, уголовные дела. То есть была дана отмашка о смене курса. Началась вот эта вот, скажем, даже не, знаете, не могу назвать это украинизацией, потому что для украинства, для украинской идеи это все крайне вредно. Потому что это была не популяризация, а наоборот. То есть украинский язык, украинская культура стала навязываться властью. А это худший, скажем, способ сделать украинство популярным. Вместо того, чтобы развивать, вместо того, чтобы создавать контент, вместо того, чтобы научную литературу, техническую литературу делать украинской, для этого нужно развивать образование, для этого нужно развивать науку. То есть это такой трудоемкий очень процесс, который растягивается на десятилетия. Но если вы избрали такой путь, то этот путь должен быть последовательным, систематичным. Тогда у вас будет результат. А наша власть привыкла, что они временщики. Они, с одной стороны, верят, что они навсегда, а с другой стороны, они понимают, что надо быстрее нацаревать 100 рублей, чтобы когда придет с топором селянин, надо вовремя смыться. Вот поэтому у них и мышление такое. Почему у нас как бы уничтожают образование, уничтожают науку? Потому что это, скажем, долгострой. Это проекты, которые трудные, трудоемкие, в которые надо вкладывать деньги. А деньги хочется вложить вместо этого в собственные яхты, в собственные рудники, там, для того, чтобы там деточкам было. Вот. Поэтому тот процесс, который затеяли, вот они при этом зеленизме, он не предполагает абсолютно построение государства. Оно предусматривает просто построение вертикали, которая поможет как можно быстрее выдаить этот народ и втекты. Поэтому блогер определил то, что уже давным-давно понятно, просто подобрал звонкое слово. Но мы, повторюсь, находимся в этой ситуации уже давным-давно. Еще до войны, в 2021 году, у меня была информация о том, что полезные ископаемые, имеющие стратегическое значение, уже не даются никому из граждан с украинским паспортом. Уже давно транснациональные корпорации получили на них контракт. Поэтому сейчас мы, скажем, наблюдаем процесс, как бы это правильно сказать, опубличивания тех процессов, которые идут уже давно. Мы давно находимся в этом зеленизме. И сейчас как бы он находится в кризисе. То есть его расцвет уже прошел, когда еще верилось людям в лучшее, когда говорили об экономическом паспорте. Потом, когда началась война, был патриотический всплеск. Но сейчас все становится на своих местах. Когда вот пена осела, все теперь становится так, как оно есть на самом деле. Розовые очки у людей уже разбились и послетали. И мы видим, в каком ситуации какая ситуация происходит на фронте. Мы видим каждый день, выходя на улицу, что происходит во внутренней политической жизни государства. Мы включаем телевизор и видим,
ложь, которая льется на наши головы. То есть, и тот момент, что сегодня заключили сделку, да, люди воспринимают во многом или апатично, потому что не могут на это повлиять, или уже с тайной радостью, что, ребята, наконец-то уже хоть есть какой-то шанс, что это чем-то закончится. Чем бы оно ни закончилось, люди любой шаг, любой жест воспринимают очень, как бы это сказать, тонко. То есть, каждый момент, который происходит, они чувствуют это и реагируют на него. И такое, по большому счету, подписание люди трактуют для себя как, возможно, какой-то шаг к окончанию войны. Поэтому мы и не наблюдаем массовых протестов, хотя на сегодняшний день четко понимаем о том, что суверенитет государства продан. И продан в неконституционный способ. И любая политически грамотная нация в правовом государстве, безусловно, бы возмутилась и, безусловно, бы ответила на это какими-то протестами. Ну, людям впаривают какую-то чушь, что мы немного продали, то и не вам принадлежит. И люди хавают. Хавают, стараясь... Вот есть у Орвелла было такое понятие: первая степень дисциплины – самостоп. Остановиться на грани крамольной мысли. То есть, это просто как бы такая спасительная глупость. То есть, ты не задумываешься о последствиях, не задумываешься, что дважды два – 4, потому что партия тебе говорит, что дважды два – 5. И каким-то образом это спасает твою психику. Потому что, когда ты четко понимаешь, что дважды два – 4, в этом уверен, а тебе говорят 5, и ты вынужден согласиться, то это, конечно, приводит к внутреннему конфликту и к шизофрении. Поэтому психика применяет такие барьеры, останавливает тебя в спасительной глупости. Вот сейчас народ Украины находится в этой спасительной глупости. Что вы думаете по поводу танцев вокруг перемирия? Кремль сделал, в принципе, похожий жест, как на Пасху, говорит: День Победы, там день до, день после, 3 дня, милости просим, прекращение огня. Потому что Великая Победа, потому что идеологически зашитая очень интересная там тема, что украинцы, ну, они тоже, для них это тоже праздник. Ну, то есть, сыграно с точки зрения идеологии, даже вот на 4-м году войны, очень, очень там грамотно с точки зрения... ну, то есть, Зеленский не может согласиться на это перемирие, потому что идеологически память о Великой Отечественной войне убивали, памятники валяли, людей перепрошивали, и вообще вот теперь у нас чуть ли не войну победил Бандера, понимаете? Ну, вот так. И герой только он, а все остальные не герои. Ну, то есть, это тоже было, кстати, давно, да, еще и там до зеленизма как такового. То есть, грамотный ход. В ответ мы слышим там Сибигу, который говорит: а давайте там 30 дней, 60 дней, 90 дней, давайте вот длинное перемирие. Американцы, Госдеп говорит: да, давайте длинное перемирие, Путин... Вперед, давайте вот все сейчас остановимся надолго на какой-то период времени. А параллельным образом прям какая-то, ну, шизофрения, и какие-то вот люди, они свихнулись, по-моему. Вовсю обсуждается, как украинские дроны будут лететь и поражать парад в Москве. Ну, там, где Си Цзиньпин, там, где вот эти все гости, да, Фица из Средней Азии, там целый список есть. Даже там, несмотря на войну Индии и Пакистана, министр обороны Индии едет на парад в Москву. А у нас вот это все обсасывается. Причем, ну там, я знаю лично, да, я думаю, вы тоже знаете лично, там, договорились вообще до такого, что как бы Юрий Павленко, бывший регионал, ОПЗЖ, сейчас там по-другому называется, депутат украинский, вообще говорит, что мы обязательно будем бить по Красной площади, потому что надо, ну, там, военные цели, и надо мстить за погибших детей и граждан. То есть, это абсолютный сдвиг по фазе вокруг обсуждения удара по Москве. Там Корчинский и другие спикеры, думаю, вам попадалось, вы тоже слушали. Так мы устанавливаем перемирие или будет удар по Москве? Ну, безусловно, никакого удара не будет. Это прекрасно все понимают. И здесь работа на внутреннего потребителя. То есть, одна из форм телемарафона. Что касается Павленко, ну, это всегда был такой товарищ, который я всегда за тех, кто побеждает.
То есть там никогда не было личности, там никогда не было позиции. Я помню, как он бегал за Медведчуком в той же, когда его судебные заседания были. То есть это был как бы такой придворный шарик. И когда человек так меняет позицию свою, публично, и, знаешь, что его за язык тянул? Сиди себе молча, ты там уже пригрелся, там тебе там не бьют ногами каждый день, там дают возможность каким-то образом прожить. И живи уже, если ты выбрал себе такой путь. Порядочные люди уходят в такой ситуации с политики, потому что никакой политики нет. Вот. Такими людьми пользуются. То есть говорят, что даже вот если такие люди вот уже говорят об этом, то, значит, из такого лагеря, то это уже говорит о том, что вот мы вот объединили людей вокруг этой идеи. Вот. И, скажем так, особой поддержки я в социальных сетях этой идеи не вижу. То есть люди потихоньку начинают понимать, что нельзя быть беспробудно упоротым. Конечно, боты разгоняют, конечно, провластные блогеры прекрасно понимают, что это фейк, и никто не будет бить там, где находится Си Цзиньпин, там, глава ядерной державы, когда находятся лидеры других государств, в том числе и Евросоюза. Этого не будет. Но власть это активно раздувает, и об этом говорят и сам Зеленский, то есть дал команду говорить на эту тему. Он же в своем интервью сказал, когда речь зашла о перемирии. У нас там посмотрим еще, будем или не будем, много целей хороших, вкусных там. То есть, если сам президент об этом говорит, то, соответственно, что вся придворная свора начинает лаять в этом направлении. Скажем так, что говорить о реальной составляющей, конечно, этого не будет. Что касается по пропаганде, то, которое людям задвигают, то это температура по палате. То есть, настолько сейчас в тяжелом моральном и психическом состоянии находится общество, что если ему такое вкидывают, то оно начинает, скажем, это каким-то образом переваривать. Отмечу, что уже не так рьяно, как это было раньше. Наверное, все-таки реальность людям немножко глаза приоткрывает. Прямые переговоры. Это тоже уловка только со стороны России? Безусловно, Россия себе не запрещала прямых переговоров. Это, скажем так, начинают поддавливать Зеленского. Зеленский, который там сам себе и остальным запретил прямые переговоры с Россией по требованию администрации Байдена и по требованию Ми-6, он сейчас находится вот в этом цугцванге. То есть, он может, не пойдя на прямые переговоры, на которых и Трамп настаивает, он фактически блокирует следующую стадию урегулирования и берет на себя все вот эти, скажем, негативные последствия такого решения. А если он пойдет на отмену этого закона, то ему опять надо прогибать Верховную Раду в обратном направлении, которую он в тот раз в том направлении. Как-то надо в телемарафоне это объяснять, хотя у нас как бы народ такой, что ему что не расскажи, будет рад. И плюс это вкладывается в общую тенденцию, скажем, у людей, что люди уже рады всему. То есть в публичной стадии, в публичном контексте люди все за победу за границ 91 года, а фактически и на кухнях, и в душе им бы уже это все закончилось, чем быстрее, тем лучше. Надо и отметить, что мы же не наступаем. Мы теряем каждый день территорию. Ой, об этом вообще никто не говорит. Вы заметили? Почему хотели телеграммы запретить и прочее? Потому что даже украиноязычные патриотические паблики есть такие, как Deep State, и там более-менее сейчас уже больше с задержкой после скандала с Сырским, но тем не менее все-таки они выдают правдивую информацию, и каждый день туда заходить больно. Там смотришь о том, что мы потеряли тот населенный пункт, этот населенный пункт, этот в серой зоне, а на завтра он уже оккупированный. То есть, по большому счету, мы, теряя территории, отказываемся от перемирия. О том, чтобы противник не захватывал дальше нашу территорию. Это какое-то оруэлловское безумие. Если вы видите, что у вас есть
какой-то план более-менее реальный, там, не фантастический, не сумасшедший, о том, что вы накапливаете ресурсы, о том, что вот вам там подвезут свежие там танки, ракетные установки, там придут войска миротворческие, там, ЕС, там, иностранный легион французский зайдет, то можно говорить о том, что мы не будем перемирия, потому что мы ждем, и как жахнем потом. Но мы же сейчас реально видим, что помощи нам не будет никакой. То есть, для поддержания штанов, для какого-то, скажем, для того, чтобы вдохнуть и выдохнуть, но это на несколько раз всего. Мы видим позицию Америки, главного спонсора войны, которая сказала, все, хватит. Давайте нам уже отдавать, и мы уже готовы на экономическое, скажем так, сотрудничество, на экономическую сделку. И война не вписывается. Там, где зарабатываются деньги, там не летят снаряды. Там, где летят снаряды, никто не будет вкладывать инвестиции. Это дважды два. И для того, чтобы зарабатывать деньги, сначала летят снаряды. Но все, этот этап уже прошел. На сегодняшний момент Америке уже не интересно вкладывать деньги. Она уже вложила то, что хотела в эту войну через ту или иную администрацию. Сейчас эта администрация будет получать от этого прибыль. То есть им уже война не интересна. Она не даст роста капитала, а только увеличивает вложения. И чем дальше вложения, тем уже, скажем, меньше могут быть прибыли. А может и не быть вовсе, если война сорвется в глобально. Денис, у меня важный вопрос, но я хочу его задать, потому что это вот действительно волнует многих. Признание Крыма или признание там территорий, которые не подконтрольны Украине. Нам все говорят, что это невозможно, потому что это невозможно. Причем я исключительно, даже без обычных, имеется в виду, знаний, как у человека с высшим образованием, по праву, по теории государства и права, то, что преподавали в вузах, да, гуманитариям, то есть без специального образования, лично я понимаю, что тут тоже идет подмена понятий. И что в историческом, в ретроспективе исторической есть вещи, которые, собственно, над Конституцией, над внутренним этим договором общества и государства, а именно международные договора, пакты, договоренности, те, которые мы видели в истории, Ялтинская конференция и так далее, Потсдам, Ялта, в общем. То есть вещи на порядок выше. Слышишь, как пела одна известная рэп-группа. То, что сейчас из себя представляет эта тема признания каких-то территорий, ведь это же лезвие, это же нож обоюдоострый. Им можно тоже сыграть правильно, если иметь государственнический подход и думать о будущем страны. Потому что вот это даже морковка, что США признают Крым, но это много для дальнейшего построения, да, то есть отношений между США и Россией и так далее. И здесь тоже нужно правильно себя повести Украине. Что вы думаете по поводу этого? Насколько, и как сделать все правильно? И как будет пытаться делать власть? Власть, прежде всего, ссылается на Конституцию. На ту изнасилованную бумажку, в которую они Конституцию превратили. Но тут важно понимать, что Конституция, она не должна превращаться в Малиус Малефикарум, вот этот пресловутый молот ведьм. То есть Конституция – это фиксация общественного договора между обществом и государством. Когда она перестает выполнять свою функцию, и когда орган, который должен эту функцию обеспечивать, тот же Конституционный суд, в Америке Верховный суд, то есть арбитр между обществом и государством. Когда роль этих органов нивелирована, когда они больше не могут выполнять свою функцию, то и Конституция теряет свою ценность. И надо понимать, что народ, прежде всего, интересы народа, не народ для Конституции, а Конституция для народа. И, к сожалению, но это факт, может быть исторический шанс для Украины. Нам придется
пройти, хотим мы это, не хотим, является эта мысль крамольная или не крамольная, но тем не менее, нам придется пройти через процесс переучреждения государства. Нам придется пройти процесс новой Конституции. Конституция должна отличать реальность, отражать. Она должна быть современной, она должна быть живым материалом. Она должна отвечать требованиям времени. И сейчас та Конституция, которая есть у нас, она не отвечает требованиям времени. Да, она хорошая была, но мы, как, извините, просрали свой шанс жить по Конституции. Мы перестали считать ее Библией государства. Мы перестали верить в то, что она реально отражает то, что есть, и на земле происходит то, что в ней написано. Поэтому ссылаться на Конституцию сейчас бесполезно. Это просто чистая манипуляция. Когда власть ссылается на Конституцию, говоря о том, что вы обязаны, воинская обязанность, да все остальное. Так, ребята, для того, чтобы люди несли обязанности, они должны иметь права. Маннергейм говорил еще, что не огромные бюджеты спасают страну, а создание такого образа жизни, который люди захотят защищать. В этом ключевая проблема и с мобилизацией, и с Конституцией, и с принятием ситуации де-факто. Конечно, то, что вы говорите о Крыме, оно станет в будущем не проблемой, а концепцией. Концепцией новой безопасности, в которой будут себя чувствовать безопасно все народы, находящиеся в этом географическом пространстве. Потому что сейчас невозможно вот просто, хорошо, признание, непризнание, это настолько сейчас процесс неважный, о котором там вот ломаются копья. Там, то есть мы имеем де-факто ситуацию. Государство, которое не смогло отстоять свою территорию, которое не смогло отстоять собственный суверенитет, рано или поздно оно подлежит переучреждению. И всегда проигравшие страны принимают новую конституцию. Всегда меняется власть, потому что людям необходимы новые правила. Люди должны снова собраться, между собой договориться о том, как они будут жить. Потому что то состояние, в котором сейчас находится украинское общество и государство, оно не предполагает соблюдения интересов граждан. Никакой безопасности, никакого благополучия, никакой свободы. Разве это то государство, в котором мы хотим рожать и воспитывать своих детей? Денис, соберутся люди, сразу скажут, а что это ты пришел? Мы тут собрались Конституцию или там государство переучреждать, Конституцию там новую писать. А что ты пришел? Ты ж не воевал, ты ж кровь не проливал. Пошел вон отсюда. Или там, а ты вообще агент Кремля. А ты вот там агент Лукашенко. А ты предатель Родины. А ты вообще где был? Отсиживался где-то? Нет, не пустим тебя на разговор по переучреждению. Вот так же будет, правильно? Пока меньшинство, которое кормит общество такими нарративами и которое отстаивает вот такие постулаты, находится у власти, до тех пор, пока оно не дискредитировано, скажем так, внешними игроками, имеющие достаточно информации и возможностей, так и будет происходить. Узурпация будет держаться до последнего за свои рычаги власти. Ситуация изменится, потому что когда гражданин или предприятие объявляет себя банкротом, то вводится временная администрация. Она уже не руководит теми процессами, она не само руководит ни хозяйственной деятельностью, ни активами. То есть уже приходит человек со стороны, который это все делает. К сожалению, мы дошли до того, что эта временная администрация будет иностранной. Скажем так, 30 лет мы к этому процессу шли скрупулезно, и мы до него дошли, и сейчас пожинаем его горькие плоды. Но остаются люди еще, которые все равно в большом количестве, несмотря на все предпринятые властью меры, они еще все-таки есть в Украине. И здесь уже встает вопрос не о выживании государства в том виде, в котором есть, а выживании народа, выживании нации. И здесь уже должны сработать механизмы, если эта нация действительно имеет исторические корни, если у нее есть чувство природного самосохранения, то она должна пойти по тому пути, по которому идут все народы, которые хотят выжить. Революция. Приведение к власти интеллектуальной элиты.
То есть продуцирование и приведение ее к власти. Таким образом только нация может выжить, не будучи ассимилированной, не будучи порабощенной. Вот остается один единственный путь. То есть это последняя стадия для выживания народа. Мгм. Интересно, кстати, потому что пути там бывают, механизмы разные, но последняя стадия это можно же ведь и умереть, как Как нация. народ, как нация, да, потому что есть пути и ассимиляции, и порабощения. То есть и очень много, скажем, народов, которые живут и в Украине, и вокруг Украины, и они могут просто украинство ассимилировать и все. И тогда, то есть вопрос будет закрыт, очередная руина. Денис, люди, которые на оккупированной территории, в Крыму, ну там на востоке, на юге, то есть то, что сейчас, они вообще уже все для украинского государства и украинской нации. Это, кстати, очень важная тема, которую мы затронули, потому что многие не поняли слова Трампа, да, которая говорит о том, что украинская нация будет раздавлена. Ну вот, и у него там Атлантик, по-моему, да, журнал, а у него спрашивают главред, а если там Зеленский? Нет, говорит, я не за Зеленского, но как бы за Украину. То есть я за Украину, но я не за Зеленского. Причем там начал главред, ну, петлять о том, что давайте, а может там, да, вот есть, что случилось бы, если бы вы там поменяли мнение и стали за Зеленского. То есть это буквально вот вчера, да, вот материал, позавчера, к 100 дням много интервью было, и вот это вот он рассуждает Трамп, и там прозвучало, что украинская нация будет раздавлена без меня. То есть благодаря мне она только живет. Это очень важная мысль. Так, а те, которые люди на оккупированной территории, они уже не украинская нация? Александр, ну, это уже вопрос не актуальный. Нам уже впору додумываться, украинская ли нация на неоккупированных территориях. То есть, интересно ли тем людям, которые проживают здесь, оставаться гражданами этой страны и защищать ее как собственную страну, которая обеспечивает им те же пресловутое право на счастье, благополучие, свободу. То есть, что было написано в той же американской декларации о независимости. Что должно обеспечивать государство равно правительству. А если, как там написано дальше, если оно не обеспечивает или пользуется с полномочиями данным народом в собственных интересах, которые с интересами народа не совпадают, оно может быть заменено или уничтожено. Это буквально цитата. Поэтому говорить о том, что каким-то образом умы украинцев вернуть те, которые находятся на оккупированных территориях, те, кто захочет, выйдет. Те, кто остались там, вот это вот чемодан вокзал Россия, которая там раздувалась у нас с 2014 года, оно же, понимаете, ошибка логической связи. Вы не можете вот в 21 веке, как там Сталин татар в 44-м, взять и вагонами или чеченцев взять и вывести куда-то в другой регион, там, или в Сибирь, или куда там вывозить. В этой ситуации народ может сесть в поезд, взять чемодан и уехать в Россию. Но только вместе с землей. То, что происходит. Потому что люди, которые рождаются на этой земле, хоронят своих предков, ходят в местные церкви, обрабатывают эту землю, производят на ней продукты, продукцию. Они эту землю не отдадут. То есть они не сядут и не уедут. Если вы с людьми берете риторику, убираетесь, они уберутся. Но уберутся вместе с территорией. И это мы сейчас наблюдаем. И поэтому говорить о том, что мы можем ли мы этих людей вернуть, и говорят, вот надо вернуть территории. Да вы умы людей не смогли вернуть. А вернуть людей мозгами можно было. Даже в той тяжелой ситуации, с уже тем, да, путем признания ошибок, процесс болезни, путем смены интеллектуальных элит, путем избрания такой идеологии, которая будет близка и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере, да. У нас страна многонациональная. Даже украинство у нас мультикультурное. Мы должны были понимать, что нельзя галицкую идентичность, какая бы она красивая, там, для кого-то органичная, ее нельзя натягивать на идентичность Донецка или Одессы. То есть, разные. И признать это надо было. И когда мы договаривались
о Декларации о государственном суверенитете Украины, мы говорили о том, что мы мультикультурны. Мы признаем интересы всех национальностей. И, как выяснилось, украинство у нас тоже, оно разное. Оно не обязательно противоречит друг другу. Его сделали противоречащим друг другу. Его искусственно сделали противоречащим друг другу. Но это не так. Если не навязывать друг другу свое мировоззрение, то мы жили бы очень счастливо и органично. Но, к сожалению, у власти была именно такая задача. Отрубить, скажем так, этому организму государственному, отрубить ему конечности, чтобы оно было превратилось в какого-то урода, который не может сам функционировать, которого будет пользоваться все, кому не лень. Вот сейчас мы на этой стадии находимся. Друзья, напишите, что думаете в комментариях. Очень важно прочитать ваше мнение, ваши мысли. Поставьте лайк, не забудьте. Подпишитесь, если не подписаны. Поэтому это важно. Да, сейчас, особенно в этот период, после санкций. Обещают, понятно, там новый пакет. Там тоже фигурируют уже сообщения о том, кто войдет, кто не войдет. Посмотрим, там, что примут в следующую пятницу. Но очень же важный такой эпизод, да, по поводу 2 мая. А до сих пор ничего, точки над «и» не расставлены в Одессе. И вот у нас очередная годовщина, да, 14-й год, 2 мая. И что? То есть, там, власть будет вводить пакет санкций, власть там продолжает войну, подписывает там распоряжение по поводу, скажем так, атаки кого-то, да, или там недра. В общем, идет такое ощущение складывается, что многие об этом событии забыли, хотя оно было ключевое для жителей Востока. Даже референдумы, я это утверждаю с полной ответственностью, даже референдумы, которые проводились вот эти в мае месяце в ЛНР и ДНР, как о создании ЛНР и ДНР в Луганской и Донецкой области, но не все его части, они были за создание ЛНР и ДНР, но все равно в составе Украины. Просто вот такое особенное положение требовали эти территории. Но одесская трагедия все поменяла. Отношения поменяла. А дальше пошла война уже, то есть там абсолютно другая была история. И тот момент, на самом деле, в истории тоже достаточно важный и ключевой. Вы говорите о том, что нужно признать какие-то ошибки, но мы узнаем правду по поводу Одессы, что там произошло? Узнаем, безусловно, после того, как сменится власть. И если эта власть, которая будет новая, будет заинтересована в ревизии тех антиоккупационных процессов, которые в Украине происходили с 2014 года. И будет желание построить новые взаимоотношения между новым обществом и новым государством. Только в этом случае у нас будет шанс, как узнать детали. Но я думаю, что детали уже не имеют особого значения, потому что суть понятна. Эта трагедия, она вкладывалась в контекст тех событий, которые происходили. Как Буча вкладывалась в контекст событий 22 года. Точно так же мы сейчас находимся в ситуации, когда нам либо надо делать переоценку своего пути, либо продолжать дальше мчаться на полной скорости в тупик. С 2014 года было нарушено негласное правило о том, что власть должна переходить тем или иным бескровным демократическим путем. Насколько выборы в Украине были демократические, это вопрос такой, какое общество, такие и выборы. Но, тем не менее, были какие-то красные линии. В 2014 году эти линии были перейдены. И отсюда начался процесс развала государства. То государство, которое не сумело удержать эти красные линии, было обречено на руину, обречено на войну и на гражданский конфликт. И Одесса, и в Харькове события с захватом ОДА. Сначала, если помните, ОДА захватили, скажем так, оранжевые силы.
а потом их оттуда выбили пророссийские силы. То есть, уже все табу были сняты. То есть, государство уже не выполняло своих функций, государственные органы не функционировали, и тот, кто первый схватит власть, тот и главврач в этом дурдоме. Вот. И поскольку эти процессы, которые сработали, они были срежиссированы, тот режиссер, который оказался более подготовленным, более, скажем, креативным, тот и победил. И тот, который победил, он и зачистил полностью как историю, как зачистил и, скажем, протестные силы оппонентов, политических оппонентов, свободу слова. То есть, когда у нас еще пытались журналисты какие-то и телеканалы вплоть до начала войны высказывать альтернативную точку зрения, то есть, их начали просто лупить. И в той ситуации, когда больной, как вы любите аллегориями, больной приходит к врачу, доктор диагностирует у него сифилис, а вместо того, чтобы его лечить, главврач его увольняет доктора. Не лечит пациента, а увольняет доктора. Вот. И пациент доволен, потому что негодяй, врач, который поставил ему неутешительный диагноз, наказан, но при этом сифилис никак не излечился, а прогрессирует. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день. И те события, которые прошли без их переоценки, без, скажем так, честного признания, где ошибок, а где и недобросовестной воли некоторых руководителей, у нас нет пока шанса на восстановление гражданского мира, прежде всего в Украине. Как только будет установлен гражданский мир в Украине, все процессы пойдут нормальным, цивилизованным путем. У нас тогда появится шанс на воссоздание гражданского общества, а не этого соросятского суррогата, что были созданы в последние годы. И у нас будет шанс на создание государства, в котором граждане будут чувствовать себя дома. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Да, друзья, всех с 1 маем. Как это? Шашлыки в мае уже, да, который год. Вот эти обещанные. Ужас, конечно, что происходит, но все-таки, как бы, сколько веревочки не виться, конец он все равно придет. Давайте посмотрим, чем это все закончится. Ну, это очень важно. Поэтому нужно беречь себя и друг друга. В каждый дом добра и света. Увидимся.